Здравствуйте, мои уважаемые зрители! На дворе у нас 1 апреля, и сегодня мой первый материал будет посвящен тому событию, которое произошло сегодня утром, примерно в 6:30 утра в Белгороде. Два украинских вертолета Ми-24 нанесли удар по нефтебазе. Один промахнулся, второй попал по цистернам, и вследствие этого до сих пор в Белгороде нефтебаза горит. И сразу буквально я проснулся, меня утром засыпали вопросом: Юрий, как же так могло произойти, что это такое и чего можно ожидать? Ну, на самом деле, я, честно говоря, понимаю возмущение людей, которые почему-то считали, что украинские вооруженные силы не могут нанести подобного удара. И здесь я опять хочу обратить внимание на то, что все-таки российские официальные СМИ, они, к сожалению, своими излишне бравурными заявлениями приучили своих зрителей к мысли, что этого быть не может, потому что не может. Между тем, я сейчас покажу это ниже, было вполне себе логичным действием со стороны ВСУ. И здесь даже речь не о пиаре. Для вооруженных сил Украины, которые тоже, как и российские вооруженные силы, готовятся к огромному грандиозному сражению на Восточной Украине, такой удар был крайней военной необходимостью. Для начала, почему так стало возможным, почему российская система ПВО не заметила этих целей? Те люди, которые знают, как работает система ПВО, они, конечно, таких вопросов не задают. И понимают, что, например, любая РЛС, она низколетящие вертолеты, тем более в очень сложном рельефе, при работе по низколетящим, именно таким очень низколетящим целям, как вертолет, регионе Белгородской области. Если мы внимательно посмотрим на карту рельефа Белгородской области, то мы увидим, что эта территория полностью изрезана холмами и речными долинами. Идеальное место для захождения вертолетов на сверхмалой высоте. То есть вертолеты зашли с территории, которая контролируется ВСУ. Это северо-запад Харьковской области, и до места нанесения удара с этой точки было примерно 40 километров, который вертолет проходит примерно за 8 минут. Причем основную массу времени он идет по речной долине, абсолютно невидимый для радаров. А еще очень важным аргументом является тот факт, что здесь вертолеты летают очень часто. Причем и в вооруженных силах Украины, и в вооруженных силах Российской Федерации Ми-24 на вооружении состоит. Поэтому определить, например, если там был бы по пути следования расчет переносного зенитного ракетного комплекса, там военные, да, там держат оборону, то человек просто так взять и определить, какой это вертолет, не то чтобы не смог. Он бы, скорее всего, подумал, что это какой-то российский вертолет возвращается с боевого задания. Потому что никаких рейдов украинских вертолетов на территории Белгородской области до сегодняшнего дня не было. То есть здесь тоже сыграл и фактор неожиданности. А отсюда вопросы, почему его не сбили переносные зенитные ракетные комплексы, если таковые там были. Вопрос на самом деле риторический. Ответ на самом деле прост. А зенитно-ракетные комплексы средней и большой дальности в этой ситуации абсолютно бесполезны. Причем это показал в том числе и недавний рейд российских вертолетов на аэродром Гостомель. Помните, да? Несколько десятков российских вертолетов пошли ровно по той же схеме и захватили аэродром в городе Гостомель. Избили один и повредили второй вертолет. Такие же самые переносные зенитно-ракетные комплексы, которые тоже могли бы в данном случае помочь. Но там-то было все просто. Украинские солдаты ждали, что там могут появиться только российские вертолеты, и не задумываясь стреляли. А здесь же ситуация выглядела совершенно не так. Поэтому просто брать и огульно обвинять кого-то в том, что кто-то проспал, наверное, это все-таки неправда. Хотя для значительной части российского общества то, что произошло сегодня в Белгороде, стало шоком. Но причины я вам объяснил. А отвечая на вопрос, можно ли было этому как-то противостоять чем-то, да, что-то противопоставить, да, наверное, можно. Если бы постоянно в этом районе патрулировал самолет дальнего радиационного обнаружения, то с большой долей вероятности подлет этих вертолетов был бы обнаружен. Но для того, чтобы оперативно среагировать на них, нужно было держать постоянно в воздухе пару истребителей, чего очевидно на территории Белгородской области пока не наблюдается. Но очень похоже, что с сегодняшнего дня для того, чтобы предотвратить подобные рейды, все это здесь будет происходить. К сожалению, основные государственные каналы выбрали такую линию поведения, что это не могло быть, потому что не могло быть. Между тем, такая операция просто напрашивалась. Я теперь объясню почему. Дело в том, что Белгород является не только важным узлом коммуникации, но и важной тыловой точкой снабжения. И то сражение, которое буквально скоро начнет разворачиваться на Восточной Украине, в первую очередь будет зависеть от наличия горюче-смазочных материалов. И не случайно и российские войска наносят удары по таким базам, и соответственно украинские, туда, где они могут дотянуться. А дотянуться они как раз до западных пригородов Белгорода могли, и в этом все убедились сегодня утром. Да, безусловно, можно было бы снизить вероятность подобного инцидента, но полностью его исключить нельзя. И здесь бы хотел еще обратить внимание на один очень важный момент, который сегодня сознательно украинскими силами специальных операций раздуваются в социальных сетях.
Первый вброс, который был произведен буквально сразу после удара, касался украинских беженцев. Мол, это они провели диверсию, они навели вертолеты на цель. Ну и, соответственно, ура-патриоты, которые легко заводятся на подобные темы, сразу начали нести вал негатива. Мол, давайте всех этих беженцев определим в лагеря, ни в коем случае их нельзя никуда выпускать. Это люди, которые нас ненавидят и так далее, и так далее, и так далее. Это как раз тот эффект, которого очень хотят добиться в Киеве. И эту информационную атаку начали силы специальных операций вооруженных сил Украины. Это мгновенно подхватили тупоголовые патриоты, абсолютно не понимая, что они тем самым льют воду на мельницу официального Киева. Хотя почему меня это удивляет? Они всегда такие были. Там, где нет мозгов и есть только одни эмоции, никакого разумного поведения быть не может по определению. Вот это примерно то, что я могу сказать по данному событию. Следующая будет сводка с фронтов. На этом пока все. До свидания и ждите следующего материала.